Что происходит на сеансе с психологом, как подготовиться, чего ожидать и какие у вас есть права. Всем привет, друзья! Меня зовут Юлия Зальнова, я психолог, МДР-терапевт, логотерапевт, коуч. И сегодня будет организационное видео. Вначале мы поговорим о том, как подготовиться к встрече, какие вопросы задать специалисту до начала работы. Также поговорим об этическом кодексе психолога и о том, как вообще понять, профессионал перед вами или нет. Давайте с самого-самого начала. С чего же вообще начинается работа психологом? На самом деле, с самого первого момента, с точки соприкосновения. Например, вы выбираете себе сейчас специалиста. Написали, допустим, мне. И тот вопрос, который я вам задам в первую же очередь, с чем вы столкнулись, с какой трудностью, в чем вам нужна помощь, чем я могу быть вообще полезна. Почему я задаю этот вопрос и задают многие мои коллеги? Потому что так или иначе у нас есть какое-то образование, мы работаем в определенных методах, которые мы выбрали. Но мы не боги, мы не можем решить все. И прояснение запроса и той трудности – это самая первая важная часть для того, чтобы понять, например, могу ли я вам быть полезной, компетентна ли я в вашем запросе. И если да, мы сможем, соответственно, продолжить наш диалог. Если нет, то я с удовольствием порекомендую кого-то из своих коллег и честно об этом скажу. Отнеситесь к этому проще. Если есть возможность, расскажите в нескольких словах. Если не хочется писать и рассказывать это текстом, у большинства психологов есть бесплатные ознакомительные встречи. У меня в том числе такие есть, хотя я знаю некоторых коллег, которые не проводят такие встречи. Но я считаю, для себя важным это дело. Для чего? Для того, чтобы познакомиться, для того, чтобы ощутить вот этот, есть ли контакт, есть ли у вас, как у клиента, желание мне довериться, пообщаться со мной, поговорить со мной и поделиться своими трудностями, своей болью. Порой даже вот этих 10-15 минут достаточно для того, чтобы понять, что нет, я с этим человеком не хочу идти в работу. Либо да, я готова перейти на следующую стадию наших отношений и попробовать, да, зайти в работу хотя бы на какой-то определенный срок, на какое-то определенное количество сессий. И точно так же у специалиста есть возможность за вот эти вот 15 минут познакомиться, задать какие-то точечные вопросы и понять, есть ли контакт, да, может ли он вам помочь. И дать, да, какую-то свою обратную связь, как он видит с вами эту работу. Поэтому соглашайтесь, спрашивайте про такие встречи, не стесняйтесь приходить. Хотя я знаю по опыту и личному, когда я только-только много тысяч лет назад сама заходила на терапию, как порой бывает трудно поделиться тем, что у тебя внутри. И не поверите, мой самый первый психолог, с которым я начинала работать очень давно, мне настолько было трудно ему рассказывать о своих каких-то переживаниях, что наши вот первые месяцы работы, еженедельных встреч, были построены следующим образом. Я писала ему письма. Я писала ему электронные письма, делилась, да, он давал мне задания потом, я ему делилась в огромных каких-то полотнах текста тем, что у меня происходит. И вот именно с этим он начинал работу на сессиях. Поэтому всегда можно найти какой-то вариант. Здесь главное, да, идти вот на этот контакт и спрашивать, а как может быть, а какие варианты есть. Всегда можно придумать. Если вы ищете помощь, вы обязательно ее найдете. Что происходит потом? Соответственно, после вот ознакомительных каких-то встреч, вот этого первичного контакта, я понимаю, что меня маркетологи будут ругать, и говорить о том, что я не продаю работу, что я могу закрывать и иметь больше клиентов, соответственно, больше заработка, если вот давить на боли человека, который пришел. Я пробовала, честно, я честно пробовала, но я поняла, что мне так некомфортно. Для меня это неэтично и нечестно по отношению к человеку. И да, я знаю, что я теряю в деньгах, но я сразу своим клиентам говорю, что я вижу такой-то ход нашей работы, но возьмите, пожалуйста, паузу. Возьмите хотя бы сутки подумать, прислушаться к своим ощущениям. Хотите ли вы этого? Подхожу ли я вам, я вам как специалист?
готовы ли вы, потому что так или иначе, если вы встаете на этот путь, это не 1 месяц, это не 5 встреч. Для решения какого-то одного запроса, если мы говорим про консультирование, либо про кризисную работу, да, но если вы хотите качественных, таких хороших изменений в своем собственном самоощущении и в жизни, придется походить подольше, да, на еженедельные какие-то встречи, и придется поработать, столкнуться с собой, и это не всегда приятно. Когда я говорю своим потенциальным клиентам, что, дорогой человек, подумайте, да, прислушайтесь, может быть, лучше сходить к кому-то еще, с кем-то еще пообщаться, и тогда будет больше, проще принять решение. Повторюсь, маркетологи, наставники и прочее, прочее, и многие мои другие коллеги говорят о том, что я теряю в доходе. Да, я теряю в доходе, потому что большая часть не возвращается ко мне. Может быть, наоборот, к лучшему, но зато моя совесть чиста, и зато я точно знаю, что те, кто ко мне возвращаются и идут на этот путь, они его пройдут, потому что они приняли взвешенное решение. А я еще в основном работаю с людьми, которые выросли в деструктивных, дисфункциональных семьях. Это взрослые дети алкоголиков, взрослые, которые росли в семьях, где кто-то из родителей, либо из значимых взрослых был зависим от алкоголя, да, либо от других каких-то веществ. Это либо взрослые, которые выросли в холодных семьях, где не хватало любви, тепла, принятия. И вот у таких взрослых людей я знаю, как они устроены. У них внутренняя вот эта вот лампочка загорается, импульс появления какой-то надежды, да, которые им пообещают, дадут. И вот они это чувствуют, особенно если контакт сложился, и готовы сразу окунуться в это. Вот я их стараюсь приостанавливать, потому что я знаю, что потом там может подняться что-то другое. Потом может появиться мысль, зачем? А нет, все-таки я чувствовала, что контакта нет, зачем я согласился? Там, мне пообещали какую-то таблетку, я пошел. Теряю клиентов, но те, кто возвращаются, они остаются, потому что они приняли более взвешенное решение. Те, кто уходит, возможно, уходят туда, кто им пообещал вот эту самую таблетку, да, не стал их осаждать. Я говорю о том, что всегда говорю, что у каждого взрослого человека есть право на выбор и право на ошибку, да, и право вообще не выбирать и так далее и тому подобное. Но те, кто остается со мной, мы переходим, собственно, к следующему этапу. Дальше мы начинаем договариваться о каких-то более организованных моментах. Как часто проходят встречи, какое время, это 1 день назначается одно время под человека, либо требуется, да, постоянно согласовывать, выбирать, и так можно. Обсуждаем, какого результата хочет человек, готов ли человек делать домашние задания, либо не готов. И так тоже нормально, и опять же терапевты работают по-разному. Люди часто сталкиваются со страхом, что они не знают, как рассказать, что происходит со мной? А вдруг психолог меня осудит? А вдруг он что-то там заранее про меня подумает? А нужно ли как-то заранее формулировать запрос? А что вообще происходит на этих сессиях, когда человек ни разу не был в терапии, не получал этого опыта? Эти вопросы могут останавливать. Мне хочется развеять страхи и сомнения. Психолог, хороший психолог, он никогда не осудит. Он, наоборот, будет с любопытством исследовать вашу ситуацию, вас как личность, как человека, вас как целую вселенную, непонятную, незнакомую, неизвестную, но глубокую и очень-очень интересную. Он никогда не будет про вас думать ничего. Если он что-то там отловит, какие-то свои собственные ощущения, чувства и так далее, это уже его задача. И он пойдет с этим психологом к своему терапевту, к своему супервизору и решать эту трудность, которая перед ним возникла. А если вы почувствуете вот эту вот капельку осуждения, капельку какой-то вот непонятной эмоции, либо не смогли разобрать, в том числе вы можете и имеете право задать такой вопрос: а что вообще происходит, да? Что вы думаете? У меня буквально недавно была сессия с клиентом, и он рассказывал свою историю, и я поняла, что я прям погрузилась, задумалась, и он задал мне такой вопрос: Юля, а что с вашим лицом? А я поняла, что я вот цепанулась, да, в какой-то момент, мы с ним это проговорили, потому что он не понял выражения моего лица, и я ему объяснила, что происходит, и это нормально.
нормально и правильно задавать эти вопросы психологу, неважно на какой вы встрече, на первый, на 10-й, год уже работаете, и спрашивать, что происходит. Вы учитесь в безопасном, бережном пространстве прояснять вот эти вот социальные какие-то нормы, социальные какие-то маячки, что вообще есть. Вы учитесь задавать вопросы, особенно если в жизни это бывает страшно, и вам бережно психолог ответит, расскажет, поделится. И это такой танец двоих, где вы лучше понимаете себя и лучше понимаете других людей. Психолог на первой ознакомительной встрече, допустим, может рассказать, и вы имеете право абсолютно задать эти вопросы, а в каком подходе работает человек, что это за подход, особенно если вы не знаете, а какой подход решает ту или иную задачу и трудность. Спрашивайте, обязательно задавайте, если вам психолог это не рассказывает. Я на своих встречах стараюсь обязательно рассказать и поделиться, чтобы у человека была ясность, потому что вот МДР-терапия, которую я очень люблю, я МДР-терапевт, она работает с определенными трудностями, а с какими-то не работает. И это важно проговорить. Логотерапия больше про осмысленность жизни, про поиск вот этого смысла внутреннего, про отклик на те вопросы, которые ставит жизнь. Она, конечно же, работает с кризисными ситуациями, но не решит вот этот травматичный опыт, который застрял в теле. Там больше про осознанность. Да. Бывает такое, что люди приходят с внутренним ощущением, что вроде бы в жизни работа есть, отношения есть, да, что-то все есть, но что-то внутренне не то. И на самом деле вот это тоже запрос к психологу. Если не получается сформулировать, это нормально. Психолог для этого и нужен, для того, чтобы помочь сформулировать вот этот вот запрос и разобраться в себе. Можно рассказать о том, что вы ждете от работы с психологом, какого результата вы хотите достичь, что будет для вас признаком изменений, и вы будете понимать, что работа идет, да, что вам становится лучше, что качество жизни вашей меняется. Хороший психолог вам задаст эти вопросы, чтобы не было ощущения, что вы приходите на встречу, платите деньги за то, чтобы вас выслушивали, а ничего не меняется. Какое-то улучшение, какие-то изменения, они должны быть. И тогда вы будете понимать, что психотерапия работает. Если представить дальше, что прошли вот этот ознакомительный этап, первичную какую-то встречу знакомства, обговорили условия работы, все подходит, все согласно, что дальше? Многие люди ждут изменений сразу, что пришли на сессию и вот понеслась работа. К сожалению, это не так. Первый этап, как правило, у меня, я буду говорить про себя, 1, 2, 3 встречи – это практически всегда какой-то сбор информации о вас, о вашей личности, о всем том, что связывает вас, и этот запрос, о бэкграунде, о родительской семье, о настоящей ситуации. Еще как бывает, люди приходят на работу с психологом и сразу говорят, у меня такой-то диагноз, у меня зависимость, у меня ПТСР, КПТСР и прочее. Все равно специалисту нужно провести вот эту первичную диагностику. Почему? Потому что люди, наслушавшись, начитавшись разных ресурсов, могут не совсем адекватно оценивать то, что с ними происходит. Могут навешать на себя какие-то диагнозы, которых у них нет. Для этого есть вот этот сбор информации, общение, задавание вам вопросов для того, чтобы объективно понимать общую картину. Это такой необходимый этап для того, чтобы узнать вас, познакомиться с вашей ситуацией, и для того, чтобы вы привыкли к психологу, привыкли к терапевту, чтобы начался вот этот контакт налаживаться. Не все люди и не всегда могут сразу с разбегу рассказывать о своих трудностях, о своих переживаниях. Очень важно, чтобы доверие начало зарождаться между вами как клиентом и терапевтом. Моя рекомендация – не спешить с этим этапом и воспринимать его как частью работы. Диагностика как может происходить? Это может быть интервью, то есть такой диалог, вопрос-ответ. Это могут быть какие-то специальные вопросы. Терапевт может отправлять вам психологические опросники и тесты. Все это нормально.
И каждый специалист выбирает свою форму работы. И если говорить про метафоры, я люблю такую метафору, как дайвинг. Представьте, что вы тот самый начинающий дайвер. Терапевт, психолог, помогающий практик, к которому вы пришли, это ваш инструктор, да, у которого есть баллон с кислородом, который вам помогает постепенно опуститься на глубину. Самую глубину, на сколько метров вы готовы опуститься, выбирает сам человек. А дайвер, инструктор, терапевт, это тот человек, который страхует вас, пока вы опускаетесь на эту глубину. И, окей, скорость, она здесь у каждого своя. Есть определенные правила, да, чтобы это было безопасно для вашего психического здоровья. А дальше кто-то более медленно это делает, кто-то делает с нормальной скоростью, кто-то задерживается на какой-то глубине и исследует там свое пространство, то, что происходит вокруг него. Кто-то сразу готов опускаться. В любом случае все нормально. Но чтобы это было безопасно для вас и эффективно, ваше доверие, как начинающего дайвера, при узнавании себя, при узнавании своей психики, своих каких-то сценариев, режимов, паттернов, да, вот этих вот ловушек мыслительных, это доверие к вашему инструктору. И вот без доверия невозможно эффективно совершать это прекрасное погружение вот в ту вселенную, которая есть в вас. Поэтому доверие важно, оно закладывается на начальных этапах, и каждый раз нужно сверяться. И я, как психолог, своим клиентам постоянно задаю один и тот же вопрос. Насколько вам было комфортно? Было ли что-то, что не понравилось, либо где-то вы почувствовали, что что-то не так, и прошу дать обратную связь. Для чего? Для того, чтобы вы, опять же, учились замечать, слушать себя, что происходит с вами, и учились озвучивать это вслух, не боясь, что вас травмирует, что вас обесценит, что ваши вот эти вот мысли и чувства воспримут как-то не так. В терапевтическом пространстве как раз есть вот это вот возможность тренировки по проговариванию, по озвучиванию. И это очень классный навык, который потом идет в жизнь. А я стараюсь на сессиях со своими клиентами в том числе проводить какое-то маленькое психообразование. Для чего? Для того, чтобы человек понимал, как устроена человеческая психика, что с ним происходит конкретно в его случае. И это помогает понять вот эти вот все психологические процессы, применить к себе, примерить на себя, работать с этим. Я могу давать рекомендации, посмотреть какие-то книги, почитать какие-то статьи, посмотреть какие-то видео, сделать что-то, да, и делать домашние задания. Но в каждом случае это индивидуально. Опять же, кто-то готов на это, кто-то не готов. И я тоже стараюсь это проговаривать и обговаривать. Даже если вы понимаете, что вы хотите читать, что-то делать, но у вас не получается, это же тоже интересные процессы. Поднимается ли у вас там чувство вины, да, за то, что вы вроде бы хотите, но не сделали? А может быть, не поднимается, а может быть, что-то еще там происходит. И это тоже материал для работы, для обсуждения на сессиях. Поэтому относитесь к этому спокойно. Классно будет поисследовать, а есть ли у вас какие-то внутренние вот мысли и ощущения, что как будто бы вы должны для терапевта, да, это делать. Вот это вот долженствование. Тоже интересный вопрос для самоисследования. Еще хочется проговорить про самостоятельную работу клиента. Недостаточно просто приходить на сессии раз в неделю и выделять этот час, да, на работу с терапевтом. С одной стороны, да, выговориться – это классно, это тоже очень терапевтично и помогает, но с другой стороны, ожидать, что ваши цели свершатся, трудности уйдут, что само все изменится, ну, очень так инфантильно, да, и по-детски. А терапия, она сама по себе не происходит только вот во время встречи. Несмотря на то, что вы вроде бы ничего не должны, да, и можно не делать какие-то практики, не делать какие-то упражнения, не читать книги, но тем не менее, если вы хотя бы наблюдаете за собой в вашей повседневной жизни, анализируете то, что происходит, подмечаете, замечаете, вот тогда работа психики, она идет, и она более эффективна, чем если вы просто приходите час в неделю, выговорились, о чем-то там мы поговорили, о чем-то порассуждали, что-то поделали и ушли, и в жизни не анализируете, не рефлексируете, не замечаете. То есть вот это вот процесс саморефлексии – это очень-очень важная часть вашей ответственности.
ответственности вас как клиент для того, чтобы терапия и работа шла эффективно и продуктивно. Поэтому, пожалуйста, не забывайте про это вот думать хотя бы иногда, хотя бы чуть-чуть, и тогда это будет полезно для вас. И здесь мне еще хочется проговорить про завершение работы. Так бывает, что на каком-то этапе включается сопротивление, включается обесценивание и себя, и терапевта, и вообще всего вокруг. Это нормальные этапы работы. С психикой так бывает. Классно, если у вас получается проговорить это со своим психологом. Это здорово, потому что можно найти какие-то вот точки соприкосновения, какие-то новые мысли для того, чтобы развернуть это, что там происходит. Это обесценивание почему? Да, потому что страшно, либо потому что не получается, либо потому что вообще не хочется ничего делать. И так все нормально. Почему там не хочется приходить на встречу? А может быть, поднимаются какие-то чувства к терапевту, к психологу, коучу. И это тоже интересно поисследовать, потому что там вновь может открыться какая-то глубина. Попробуйте, если у вас возникают чувства бросить, перестать ходить, да, ничего не делать, что ничего не помогает, поисследовать это с терапевтом. В большинстве случаев вас это продвинет еще на шаг вперед. И это поможет. Поэтому не бойтесь сказать об этом своему психологу. Наоборот, классно, психолог будет рад, если вы скажете ему, что все плохо, ничего не нравится, и вы меня бесите. Наоборот, хороший психолог внутренне похлопает, да, и начнет с вами исследовать, что же там происходит. Но если вдруг все-таки вы приняли решение, что нет, на данный момент по каким-то причинам вам не подходит человек, терапия, метод, по финансовым причинам, по временным, по каким-то еще, скажите об этом. Завершите вот этот вот этап вашей работы, поставьте точку. Это же тоже классный тренажер, грамотно, красиво, уважительно друг к другу расставаться с человеком. Завершать отношения. Это тот навык, которого очень не хватает в обычной жизни порой. Мы часто с такими встречаемся с людьми, которые уходят из нашей жизни, оставляя в подвешенном состоянии. Так вот этот же навык можно тренировать, учиться завершать с уважением. На самом деле там столько много ресурсов, столько много силы, и вот этот вот навык завершения, даже таких маленьких отношений, как со своим психологом, можно прокачивать. И я считаю, нужно прокачивать, потому что это будет вас отличать от большего количества людей во всем мире, которые просто предпочитают по-английски уходить. Я своим клиентам всегда говорю, если вы приняли решение, пожалуйста, скажите им об этом, мы с вами точно так же встретимся на 10-15 минут бесплатно и просто поблагодарим друг друга за уделенное время, за вот это вот контакт, за коннект, пожелаем друг другу удачи и распрощаемся. В этом столько, не знаю, удовольствия, столько человечности, столько любви, которой не всегда хватает нам в жизни. Почему бы не дать этому шанс и не дать это чувство принятия, благодарности к друг другу, даже вот психологу и клиенту. Поэтому всегда призываю. Опять же, не все так делают, но я лично делаю. Я сейчас смотрю, что, мне кажется, видео уже получилось очень длинным, а я хочу ввести такую практику, чтобы не сильно много говорить. Поэтому запишу отдельное видео, в чем разница между консультированием, в чем разница между психотерапией и так далее и тому подобное отдельно. А пока спасибо большое за внимание. Если вам было интересно, если у вас остались какие-то еще вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. Мне это очень поможет записывать новые видео для того, чтобы рассказывать детально, подробно и отвечать на то, что вам актуально. Спасибо большое, что были со мной. Лайк, подписка и добро пожаловать и до встречи в следующем видео. Пока-пока.